Привет, я Саша. Сегодня поговорим о самых распространенных ошибках, которые мы допускаем при организации пространства. Эти ошибки совершала я, и напишите, пожалуйста, в комментариях, сталкивались ли вы с такими ситуациями и какие решения альтернативные вы находили. И первая ловушка – это думать то, что очередной шкаф или стеллаж решит ваши проблемы. Не хватает места разместить одежду – купим второй шкаф. Некуда поставить новые книги – купим стеллаж. Завал в детских игрушках – купим еще один ящик для них. Ах, да, еще сервизы, сувениры и вещи, которые, вдруг пригодятся, они тоже требуют приобретения новой мебели. Но, друзья, пора остановиться и ответить себе на вопрос, а насколько нужны мне все эти вещи, для которых у меня не хватает места? Быть может, давно пора от чего-то избавиться. И если вы проведете грамотное расхламление, то новая мебель может вам и не понадобиться. Кстати, если вам не хватает мотивации на расхламление, если вы не знаете, с чего начать, то приглашаю вас посмотреть мой марафон по расхламлению, который я проводила перед Новым годом. Это марафон с участием других блогеров, и я создала отдельный плейлист с этим марафоном, поэтому все видео можете посмотреть по порядку. И вторая распространенная ошибка в организации пространства в том, что вещей больше, чем мест хранения. И это уже другая крайность. Если вам кажется, что вы расхламили уже все, что могли только расхламить, но при этом в шкафу или комоде вещи у вас лежат чересчур плотно, с полочек всегда что-то сыпется, и там быстро образуется хаос, но при этом хаос этот создает все нужные вам вещи, то это говорит уже о том, что пора бы вам задуматься о новых местах для хранения ваших любимых вещей. Главное отличить первую ошибку от второй ошибки. Еще одна распространенная ошибка в организации хранения, и я ее тоже неоднократно раньше совершала, это покупка новых органайзеров, не зная, куда вы их примерите, каких размеров они вам нужны. То есть, когда мы действуем по принципу «пришел, увидел и купил», чтобы не допустить эту ошибку, воспользуйтесь сперва тем, что есть у вас под рукой. Вы можете сделать органайзеры самостоятельно. Из картонных коробок, пластиковых бутылок, крючков, прищепок. У меня есть на канале целая серия видео, в которой я подаю вам идеи для создания таких вот органайзеров. Вы можете сделать такие временные органайзеры сразу после расхламления, когда вы определяете новые места своим вещам, когда вы проверяете, насколько вам удобно будет использовать здесь ту или иную вещь и хранить здесь ее. И кто знает, может, органайзеры, сделанные своими руками, у вас настолько приживутся, что вам и не придется покупать новые. Еще одна ловушка нас подстерегает при создании мест для хранения в виде мелких секций. Когда у вас на полке стоит не один красивый органайзер, а 10 маленьких коробочек, могут создавать видимость беспорядка. Лучше выбрать одну коробку, но побольше, и уже внутри нее использовать маленькие секции, но не загромождать пространство маленькими коробочками, шкатулочками. И следующая ошибка в организации пространства заключается в слишком сложной системе хранения. То есть, когда вещи вроде и организованы, и пристроены, но пользоваться ими крайне неудобно, потому что, чтобы воспользоваться какой-то вещью, нам нужно открыть шкаф, достать корзиночку, из нее коробочки, и потом только эту вещь. В общем, все очень сложно, и, скорее всего, через некоторое время у вас будет в этом месте бардак. Чтобы этого избежать, нужно максимально упростить систему хранения и открыть доступ к вещи максимально, чтобы вы могли взять эту вещь буквально в 3 шага. Открыть что-то, взять и закрыть. Еще одна распространенная ошибка в организации хранения в том, что мы часто храним близко то, чем пользуемся редко. Гораздо лучше в первый ряд поставить вещи, предметы, которыми вы пользуетесь каждый день или через день, или в крайнем случае каждую неделю, а все остальное убрать повыше, пониже, подальше. Ну и в заключение хочу упомянуть об одной распространенной ошибке. Очень часто мы делаем уборку, определяем вещам место, все складываем и совсем не оставляем никакого свободного пространства. Почему-то порой нас пугает свободное пространство, которое остается на полке, в ящиках. Нам кажется, что надо его чем-то заполнить. Если книжная полка у нас заполнена лишь наполовину, значит надо докупить книг или поставить какой-то цветок или какую-то корзиночку. Здесь мы уже исходим не из нужности или важности этого предмета, которым мы хотим дополнить наше пространство, а скорее из-за какой-то непонятной боязни вот этой пустоты, свободного пространства. Мне кажется, именно эта свобода в пространстве, она олицетворяет вашу осознанность, означает, что вы не стремитесь
стремитесь заполнить пустоту, свободное место хотя бы чем-то, чтобы просто оно не пустовало. И я верю, что много позитивной энергии циркулирует именно в свободном пространстве. Надеюсь, сегодняшнее видео вам было интересным и полезным. Спасибо огромное за просмотр. Всех вас целую. Ваша Саша.